Тепло? Хорошо такая. А в Подмосковье у нас плюс 16, дождь. Хорошо. Вечером было пару дней назад. Смотрела погоду. Алексей, Ольга? зрители задают вопрос, а кем ты работаешь в Турции? Я? Блогером? Блогером. Вот я тоже так и написала, что ты блогер, официально трудоустроенный, Налоги платишь. Российской Федерации. Российской Федерации, да. Машина сзади. Но Турецкой Республике от этого не хуже, потому что мы Доходы-то мы здесь тратим. тратим-то, да, мы все здесь. В России мы платим налог, а в Турции мы тратим свои денежки. Да. Так что... У тебя правый ботинок вот тут вот. Спустила? Сбоку. Просто вот так вот, когда ты наступаешь. Так что мы с Алексеем и детьми, ну, в большей степени мы с Алексеем, блогеры. Мама, сделай вот так вот. Блогерство заключается не только в том, чтобы снимать видео, но и закадровая работа, очень-очень колоссальная, проводится Алексеем в виде продвижения, монтажа и прочих вытекающих из блогерской деятельности работ, дел. Да. Так что блогерская, те, кто думает, что быть блогерами это легко, глубоко заблуждаются. Потому что быть блогерами это значит, вот конкретно в нашей семье, 2 взрослых человека работают на полный рабочий день. Какие-то курсы написаны. Мама, Вот. Поэтому это совсем-совсем нелегко. Да, Миша, говори, что хотел. уже популярным блогерам легко снимать, потому что у них деньги, они могут себе помещение купить, много людей нанять, чтобы они работали. Снял ролик, все, можешь отдыхать. Ну да. А тут самим монтировать надо. Да, блогер блогеру рознь. Вот, например, Миша прав, он говорит про своих блогеров, которых он смотрит, которые дурачатся вот на публику, вот такую 10-14-летнюю работают, может даже 8-14-летнюю, да, Леш? Которые имеют несколько десятков миллионов подписчиков, то, конечно, они уже сами, ну, может, сценарий какой-то пишут там, вот. А все... Я встречал на Не факт, да? предложение о работе сценариста для YouTube канала. Ну, в общем, там уже люди не работают, а просто лопатой деньги гребут. А мы пока еще такие очень-очень задействованные в своей работе блогеры. Поэтому... Почти миллион, ну скоро уже. Мы уже ближимся к... Ой. Нам осталось-то буквально пару десятков миллионов. 19 миллионов 400... Для чего ты считаешь? До 20 миллионов, например. Не, ну до миллиона осталось 419. Ну, когда ты станешь миллионником, ты все равно будешь работать. Когда ты будешь 20-миллионником, ты уже можешь позволить себе не работать. Поэтому, дорогие друзья, поддержите нас. Кто еще не подписался, обязательно сделайте это. Не забывайте про колокольчик, про поделиться нашими видео. Вот. И совсем немножко мы достигнем цели 20 миллионов, и тогда можно будет все наши полномочия делегировать и отдыхать. Да, Алексей? Мы идем к этой цели. Мама, а ты совсем че такая благодаря шапке, а мы все на солнце. Завидуйте, завидуйте. Давай меняться. Нет. Что ты, Леш, сказал? Работать все-таки хочешь? Ну, же неинтересно будет ничего не делать. Ну почему ничего не делать? Ты можешь, например, ездить по разным там точкам Турции, то же самое, мира, снимать контент. И еще удобнее не с такими вот камерами, как у нас, Ага. и не с такими камерами, какие большие у блогеров таких, Ага. а легче с GoPro снимать. Вот, Просто будущий двумя вам, пальцами взял и все. будущий блогер Михаил говорит, что вот легче, оказывается, с GoPro снимать. Ну, двумя пальцами ее держать, а тут надо целой рукой. Ладно, поболтали, идем в ПТТ. Это турецкая почта. Алексей говорит, где-то дяденька слетел с дороги. Свои педы.
Это дяденька, который чуть ли меня не кулаками вытолкнул из этого, из очереди. Он не поставил на стоп, получается. Вот так слетел. И что теперь они будут делать? Как поднимать его? Ну да. Ну, пока нет никого. Пойдем. Вторым колесом тоже слетел он. Пойдем, Мишута, давай руку. А мы ему ничем помочь не можем? Можем, надо сейчас Туда. Стой, 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 стой. Вот после легковушки давай. налево пойдем. Налево? Да. Еще дальше от дома. Еще дальше от дома. Там сейчас будет этот... Лимонов хочешь сетку? Сейчас посмотрим. Они же не только сетками продают. Так у нас много дома лимона. Короче, вот этот мужчина в красной майке, у которого улетела машина. Он летел, он поехал назад и не глядя, и свалился. А вот и жир растет. Ну, короче, он меня сейчас на почте чуть ли не кулаками выпихивал из очереди. Мы сначала нас обслужили, а потом у нас возник еще один вопрос, и он хотел, чтобы я пошла в конец очереди. Ну, я пошла в конец очереди. Подождала. Он, значит, вперед меня залез, оплатил, а потом пришел и свалился на своей машине с бордюра. Так что, друзья, надо людям делать добро, и не надо хамить, и не надо наглеть. Вселенная все видит. Да, Леш? Я, конечно, не злорадствую, я бы с радостью ему помогла бы, но Алексей говорит, что мы не можем ему помочь, да? Ну, надо сейчас... Они там пытаются что-то подложить под колеса, но ему лучше этот эвакуатор пригласить, чтобы он его поднял и переставил. Лимон подождать, чтобы Лимончики прям сетками продают. Уже спелые, начинающие поспевать, зеленые, кукуруза. Горячая, да? В общем, мне, честно, жалко мужика. На ровном месте проблема огреб, да? Только еще... Папа, ну только еще его не вряд ли смогут прям очень быстро вытащить. Потому что если потащат, колесо может зацепиться там за бордюрчик. Да. И может еще если прям вот будет эвакуатор так стараться. Друзья, будьте добрее, и мир станет к вам тоже добрее относиться. Ну, блин, на самом деле мужика жалко. Приехал на почту счет какой-то оплатить, да? И теперь сейчас будет потеряет несколько часов минимум. А вот это поле, кстати, смотри, убранное. Здесь тоже баклажанами все было засажено. Убрали все, перекопали, новую землю завезли. Я записал это. Миша, нормально, не ободрался? Хорошо, молодец. Это футбольная академия здесь находится, вот там, под этим навесом. Надо узнать, может, детей они принимают. Вот раз мы шли, тут дядьки, по-моему, какие-то большие тусили. Ой, Кленовая аллея это называется, это место. Она вот сколько интересных вещей на дороге валяется, на которые нужно наступить. Тут форма сушится. Форма сушится. Вот Атабас едет. Ой. Можешь узнать, зайти? Что узнать? Есть ли там набор детей? Ой, как воняет тут невкусно. Это вот, походу, последний дом какой-то, вон избушка осталась. Честно говоря, кроме здесь, кленов мы нигде особо не встречали.
Так, внимание, прям, чтобы пристально не обращали, но все равно, только здесь этих кленов целая аллея. Баклажаны еще не все убраны, вот здесь еще часть баклажанов растет. Часть убрали, а часть еще есть. Ой, машина, автобус. Магазины на той стороне. Надо что-нибудь на магазинах каких-то? 1001 мелочь, например. Избушка на курьих ножках. А ларек нам нужен и мороженое. А, все, тогда мы идем прямо. Это какой-то дорогой магазин. Что-то я заходил, элементарные какие-то пассатижи, что я спросил, стоит как чугунный мост у них. Поэтому купил вон там рядом с Мигросом. А вот в этом вот 1001 мелочь, которая 1001 чешит. Чешит маркет. В нем это все, что, как говорится, все, что не гоже, все туда. В общем, ой. Мне не понравился магазин. Мы идем по этой аллее, а вон там впереди море. Если сильно разогнался, то можно свалиться. Но мы туда не пойдем, мы пойдем купим сейчас овощей и мороженки. Мороженку в Шоке или в Мигросе? Как хотите. О, у нас дома же. Что? Морозилки же у нас. О. Мороженое? Да. Там чуть-чуть, гостей же кормили. Да? Да. Понятно. Ну ладно. Не, мне хватит. А что-то с овощами здесь беспорядок. Пусто, что ли, да? Вот слева. Это? Да. Миша пошел кто куда. Миша пошел машинки всякие смотреть. И, по-моему, что-то присмотрел. Да, Михаил? Дорого стоит? А кто знает? А может напиток какой-нибудь нам нужен? Попить нам ничего не надо? Сладенького? Нет? Обратно пошел, повесил машинку. Полка для любителей турецкой кухни в Мигросе. Баклажан эзме. Салат какой-то, видимо, с баклажанами нарисован, 300 грамм. Потом хайдари, 300 грамм. Потом вон там есть шакшука, тоже с баклажанами и помидорами. Есть еще япрак шарма. Виноградные листья, ну, видимо, с рисом или с чем-то. То есть, кому интересно... Ой, тут прям ценник где-то вот тут должен быть, наверное. Вот хайдари 8,15. Вот шакшука 9,95. Ну, где-то здесь остальное должно быть. Пойдем дальше. Мигрос не закончился еще. А вот, кстати, эти, как они называются? Эклеры. Ну что, друзья, сходили мы, значит, получили пароль от госуслуг и удачно прошли мимо Мигроса. Купили аж 3 огромных пакета, примерно около 4 килограмм каждый пакет. Вот, ну больше 10 в совокупности тоже получилось. Точно получилось. Там где-то 3 с чем-то, где-то 4 с копейками. В общем, по 1 лире 85 куруш. Даже дешевле, чем на рынке. Вот такие вот помидорчики, сливки замечательные. Посмотрите. Рубль 85. Потом у дедушки в овощном ларьке купили укроп. Укроп здесь меньше едят, чем петрушку, поэтому его не так просто встретить. Вот. Ну, у дедушки продавался он. 2 лиры за пучок такой хороший, добрый. Огурчики вот такие вот миниатюрненькие, замечательные. 7 лир за килограмм. Мороженое взяли по акции. Хотим к друзьям сходить, к нашим. Мороженое одно заточить и одно детям. Ну, в смысле, дома съедим. Мороженое по акции 19,90. Купили дана кузу кималик для фарша баранина, говядина. 2 килограмма нам перекрутили, в фарш превратили, а 1 килограмм я взяла в виде мяса. Либо что-нибудь приготовлю, либо, если не захочу что-то готовить из мяса такого, то, соответственно, перекручу дома сама. Детям взяли вот такие мочалки. Давно они просили. Решили купить. Соль. Фарш такой стоит 52,95. Вот. Соль взяли. Рубль 95 эти...
лук репчатый. Ну и все, собственно. А, и Мише машинку еще купили, он выпросил за 11,90. Покажи. Вот такую. Hot Wheels, да, машина? Наверное. Я не смотрел пока. Вот такой Hot Wheels. 11,90. Да, Hot Wheels. Салфетки и химия. Этот, как его, уксус вот такой литровый или 2-литровый? 2-литровый, 2000 мл. 9 с чем-то, около 10 лир. Вот такая химия против известкового налета. Не могу отмыть душевую кабину, вот решили такую купить. Ультра Хис написано 17,90 такая химия. И 3,90, да, Леш? 200 штук вот таких салфеток. А также вишневое варенье купили. Олегу вишня полезна. Теперь мы по вишневой теме прибиваемся. Вот такая баночка 380 грамм стоит 6 с чем-то лир. Такие покупки совершили по пути домой. Ничего не планировали покупать, но на глаза попалось акционные помидоры, например, да. На глаза попались мочалки, которые мы давно хотели детям купить. И мы решили прикупить. Так что это не планируемые покупки, а так, мимо магазинчика проходили. Такие у нас дела. Мы очень устали, на улице мега жарко. Сейчас я полностью пошла искупалась в душе, но все равно жарко очень. Огромное желание окунуться в бассейн или в море. Алексей стал на сквозняке. Помогает? В общем, такие у нас дела. Ну что ж, у нас тут жарится картошка с яйцами, да? Картошка фри, картошка, мартошка. Тут у нас лучок. Да. Тут у нас уже помытые яйца. Папа моет какой-то лук, судя по всему. Это на рецепт, мама. На рецепт. Ты сполоснул, да, чашку эту маленькую? Какую? Куда я положил лук? Да. Конечно. Миша, что тут, Миша, что происходит? Что? А, здесь мчится хопер. По-моему, эта штука называется хопер. Она будет забивать сваи на соседнем участке, вот этом, который мы вот видим. Давно шли разговоры, что будет стройка. Вот она. Созрели. Мы сегодня шли, там поставили бетонный узел. Будут здесь производить бетон. Здесь же все конструкции железобетонные, а потом они штукатурятся, красятся и так далее. Как-то так. Народ в бассейне купается. Все, Миш, сейчас снимем мукбанг, пойдем тоже на море. А вы пойди помой модачку. У тебя ты чумазик. Так лучше не пойдете с Сэм. А, до этого времени надо успеть вернуться. Что ты делаешь? Нет. В общем, нас ждут великие дела. Где? А, свадьба точно. Биби. А где невеста-то? Лимузин не было? На переднем капоте я. А, передняя бантиками разукрашена, а остальные вообще без узоров. На пляж идут. Они уже не первый раз проезжают, второй раз. Мы мукбанг снимали, они первый раз проезжали. Народу вообще мало в бассейне. Они так эти свадебные машины бывают так богато украшают какими-то бантами огроменными на этих, на зеркалах. Помнишь, мы где-то встречали? Ну, В этом, в Эрдемли, по-моему, мы ехали, огромные банты такие. у всех разные возможности. Ну, это да. У меня были два коллеги, ну, и хорошо, можно сказать, дружили с ними, ребятами. У них были обоих Волги, их часто звали парой на свадьбу возить, две Волги. Тогда еще Волга ценилась, была машиной. И они, молодцы, знаешь, что сделали? Поставили кнопку такую на этот, чтобы бибикалку не бибикать. Просто кнопку нажимаешь, она раз надоел бибикать, нажал, она... Что смотрит? На нас смотрит тетка?
кем-то общается. М. Тут уже, может, над нами. О, свет включился. У нас, короче, один лифт Все время не работает. сломан, а второй лифт почему-то отключили. В итоге мы идем пешком. Осторожно, смотрите, здесь кто-то тоже еще пешком шел с бассейна. И Здесь мокро. ты оцениваешь, что тут идти мало этажей, и не на самый верхний, да? да, обратно. Слушай, может мне дальше не спускаться, домой обратно пойти? Обратно по Киеву. Такие. Слушай, скользко, осторожно. Заперел уже. Я не хочу. Слушайте, вообще капец скользко. Спортсменка из России приготовилась идти в море В новом купальнике. в новом купальнике. Ну, уже он раза 3-4 купанный. Обновленный, да, уже несколько раз. Но зато теперь вот такой красивенький, голубенький у меня. Угу. Тот я не стала темно-синий брать, о котором вы писали, что мне прям хорошо. Мне в нем так тесно было, что просто вот как будто меня вот так пытались уменьшить рост мой. Вот. И, ну, если дискомфортно, то смысл брать. Поэтому я купила раздельный. Ничего никуда не тянет. Сидит хорошо. А у Мне тебя что, нравится. не раздельный был? Кому нравится, ставьте лайк. Ну, Я а пошла. Пойдемте. Догоняем. Так, мы мороженое сегодня покупали, разделили всем мороженку, но не всю упаковку, а еще на завтра оставили. Завтра будет еще мороженое. Но у вас Карамельное? два белого мороженого, а у нас один только. Хотя мы можем говорить вдвоем с Олегом, потому что вы же все не будете. Ну как? Вкусно. Что гузаль? Который между белым и коричневым? Не пойму его вкус. А мне коричневый нравится, карамелька. Коричневая карамелька, да. Орехи какие-то, что ли? Да. Или изюм. Да? Вкусненько. А белый какой тоже вкусный. Угу. Я параллельно рецепт снимаю. Параллельно кушаем. Что Миш на улице делал? Что интересного? Да, в принципе, ничего. На площадке играли. Уже не обижают дети турецкие? Да, они только пропали. Они, может, арендаторы были, да? М-м. Нет? Они в бассейн ходят. А днем ты их видишь, да, в бассейне? Ага. Понятно. Ну ладно.